В наши дни самой большой проблемой человечества стала тревожность. Посмотрите, все нервничают, тревожатся, постоянно живут в этом состоянии и даже не замечают. Мы переживаем буквально из-за всего. Из-за отношений, из-за денег, из-за работы, из-за политики очень сильно. А сколько людям доставляет проблем поиск пресловутого смысла жизни? Мы не знаем, что с собой делать и куда идти. И все эти мысли доставляют нам уйму проблем. Но нужно понять, что источник наших страданий кроется не в других людях, не в каких-то обстоятельствах, а в нашем собственном уме. Конечно, есть множество внешних причин для страданий, различных условий, но коренные причины страданий все-таки в нашем уме. И единственный способ освободиться – это изменить свой ум, изменить его радикально. Если мы чуть-чуть изменим его, мы чуть-чуть избавимся от страданий. Если же мы радикально изменим его, то совершим настоящую революцию в нашем уме. Устраним возникающие в нем омрачающие эмоции и разовьем все его позитивные качества. Тогда мы можем полностью избавиться от страданий и обрести истинное счастье. Не временное, не поверхностное, которое обычно возникает как вспышка и точно так же быстро проходит. А то совершенное чувство счастья и гармонии, которое присутствует у нас все время. Наш ум – это удивительное явление. Именно ум. Не путайте его с материальным мозгом, это разные вещи. Ум не обладает формой или другими свойствами физической природы. Он ясный, бесформенный, и он способен постигать. Работа ума – познавать самыми разными способами. Мы можем проанализировать это слово «познавать». И мы обнаружим, что есть множество способов познания. В настоящее время наши познания опосредованы и поверхностны. В основном мы познаем через концепции, через чтение, через то, что мы слышим от других. И такие возможности нашего познания весьма ограничены. Это потому, что есть препятствия, не позволяющие нашему уму обрести полные и совершенные знания. Эти препятствия – это омрачающие эмоции, которые есть у каждого из нас. Только представьте, каким бы был наш ум без этих тревожащих мыслей. Если бы ничто не омрачало нашу природную способность познавать, переживать и ощущать. Мне кажется, это было бы фантастическое чувство, поистине удивительное. Без всех этих отвлечений, без всей этой запутанности, ум мог бы просто знать. Но возможно ли избавиться от тревожащих мыслей? Это очень большой вопрос. Все мировые религии и эзотерические практики об этом. Но, может быть, у нас есть возможность почувствовать, что это возможно? Ведь, когда мы пытаемся медитировать, концентрируем свое внимание на таком объекте, как дыхание. И пусть мы не способны удерживать концентрацию в течение долгого времени, на 100% осознавать одно дыхание, понимать, что мы и дыхание – это суть одно. Все же, если мы прилагаем усилия на этом пути, что происходит? Мы все ощущаем, когда пробуем сосредотачиваться, что наши омрачающие мысли, волнения ума действительно уменьшаются, да? Надеюсь, мы все чувствовали это хотя бы раз. Пусть ненадолго, пусть все тревожащие мысли не уходили насовсем, но, по крайней мере, они успокаивались. На самом деле это доказательство того, что у тревожащих мыслей самих по себе нет силы держать наш ум под контролем. Обычно наш ум вот такой.
абсолютно неспокойный, встревоженный. Но что будет, если я перестану трясти наш стакан? Что тогда произойдет? Вода вернется в свое естественное состояние. Волнение не является естественным состоянием воды. Это влияние внешней силы. И если мы перестанем трясти стакан, вода без воздействия каких-либо внешних факторов возвращается сама по себе в свое естественное состояние. Ее поверхность становится ровной, гладкой, и когда она спокойна и прозрачна, она способна отражать. Когда ее гладь взволнована, она не способна нормально отражать объекты. Значит, чтобы обрести ясность ума, нам необходимо кардинально изменить его, научиться успокаивать его и отключать от всех тревожащих нас мыслей и переживаний. Мы учимся возвращать в свой ум его природное состояние спокойствия, при котором с нами начинают происходить самые фантастические вещи. Именно на этом строится вся моя работа. Я помогаю людям успокоить свой ум.